Буквально вчера произошло то, что пару месяцев назад казалось просто невозможным, и конечно же это запуск спотовых ETF на вторую криптовалюту мира Ethereum, которую только за первый день зафиксировали более 1 миллиарда долларов торгового объема, что по мнению аналитиков было неожиданным и является очень положительным сигналом для цены эфира. Но на фоне такого исторического события эфир не пробил 4000, а наоборот продолжает консолидироваться около поддержки выше уровня 3300 долларов. Также, несмотря на то, что июль подходит к концу, обещанного листинга токена Hamster Combat так и не произошло. Проект до сих пор не опубликовал белую книгу и токеномику монет. Это все больше увеличивает вероятность на перенос листинга, а возможно даже его полную отмену. Ведь разработчикам просто невыгодно запускать монету сейчас, чтобы терять миллионы пользователей, которые выполняют все задания и генерируют огромные доходы для его создателей. Тем временем президентская гонка в США продолжается, правда из нее выбывает Джо Байден, и теперь потенциальным оппонентом Трампа может стать Камала Харрис, представители которой уже связываются с криптоэкспертами, как, например, миллиардером Марком Кьюбаном, чтобы составить конкуренцию Трампу. Именно эти и многие другие новости, которые произошли в начале этой недели, мы подробно разберем в данном видео, после чего вы узнаете, почему Ethereum ETF считают недооцененным, сможет ли цена эфира пробить 5000 долларов под конец этого года, из-за чего рынок упал во вторник, по какой причине до сих пор нет токеномики хомяка, почему создателям Hamster Combat невыгодно сейчас проводить листинг и кто на самом деле стоит за данным проектом, а также мы разберем, кто такая Камала Харрис, какое влияние она окажет на криптовалюту, почему ее мемкоин вырос на 4000% и сможет ли она победить Трампа. Ролик однозначно заслуживает вашей поддержки, поэтому перед просмотром поставьте лайк, и чем быстрее наберем 1500 лайков, тем раньше мы выпустим видео, где я разберу, что было на главной криптоконференции года Bitcoin 2024, которая начнется уже завтра, а уже в субботу на конференции выступит Трамп, и по некоторым слухам на ней будет даже сам Илон Маск. Поэтому вам спасибо за поддержку. Меня зовут Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, сегодняшнее новостное видео я бы, конечно же, хотел начать с самого главного события не только недели, но и месяца, если не года. Ведь вчера стартовали торги Ethereum ETF, которые превысили объем в 1 миллиард долларов. По мнению главного аналитика Bloomberg, это хороший результат для первого торгового дня. При этом глава ETF Store Нейт Джарачи заявил, что не ожидал такого ажиотажа в ETF. Таким образом, будущее движение эфира, как и биткоина, теперь зависит от притока в ETF. А вот актуальные данные о притоках капитала и эксклюзивные прогнозы цен вы можете найти в нашем телеграм-канале, где мы делимся только самой важной и полезной информацией, которой должен владеть каждый криптоинвестор. И раз уж мы уже затронули тему ETF, давайте ответим на вопрос, что это значит для крипторынка. Все началось с того, что 22 июля SEC одобрила окончательные заявки по форме S1 для запуска спотового ETF на Ethereum. Хотя еще до официальной информации от SEC 21 числа вот в этом видео, на основе заявлений Чикагской биржи, я вам прямо сказал, что ETF 100% запустят 23 числа. И уже вчера капитал 9 компаний-эмитентов, включая BlackRock, хлынул на такие биржи, как NASDAQ, Чикагскую биржу опционов и Нью-Йоркскую фондовую биржу NYSE. Аналитик Bloomberg ETF Джеймс Эфрот сообщил, что общий размер активов новых фондов составляет чуть менее 10,5 миллиардов долларов. Тем временем Эрик Балчунас подчеркнул впечатляющий объем ранних торгов. Он отметил, что цифра в 112 миллионов составляет около 25% от объема торгов первого дня для биткоина. Компания Bitwise лидирует в группе с притоком капитала в размере 25,5 миллионов долларов. Балчунас написал, общий объем торгов группы составил 112 миллионов долларов, что составляет тонну по сравнению с обычным запуском ETF. Но это всего лишь около половины объема торгов биткоин ETF в его первый день, хотя и превзойдет ожидания на 50%. Спустя час после начала торгов в ETF уже поступило 300 миллионов долларов, а по истечению торговой сессии объемы составили 1 миллиард. Президент ETF Store Нейт Джарачи сказал, я не ожидал такого ажиотажа вокруг спотового эфира ETF. Тем не менее, даже если спотовые ETF эфира привлекут всего 20-25% активов спотовых ETF биткоина, это будет весьма успешным результатом. И я думаю, что он абсолютно достижим. Исходя из этого, можно сказать, что запуск спотовых Ethereum ETF в США показывает, как крипта становится на один уровень с другими традиционными финансовыми активами. Конечно же, это привлечет больше институциональных и розничных инвесторов не только в эфир, но и в многие другие монеты, что может
может привести к большому росту криптосектора. Но почему мы не получили такого взрывного эффекта после начала торгов? Несмотря на то, что теперь эфир начали скупать большие фонды. Цена эфира слабо отреагировала на вчерашний запуск спотового ETF, ведь в прошлом ролике я вас предупреждал, что данное событие уже заложено в цене эфира, и какого-то космического роста мы не получим. Ведь здесь необходимо смотреть на потенциал в долгосрок, а он, по мнению многих экспертов и различных данных, конечно же есть. Основатель и гендиректор торговой фирмы MT Trading Михаэль Ван де Пон написал: запуск ETF Ethereum сильно недооценен, и я ожидаю, что Ethereum будет торговаться в направлении нового исторического максимума в ближайшие пару месяцев. Тем временем его коллега и криптоаналитик назвал стартовый приток капитала приличным, перед этим выложив положительные прогнозы его цены. Как я говорил в прошлом ролике, Ethereum ETF запустили в самый подходящий момент, когда падает инфляция, а кандидаты в президенты США подогревают интерес к крипторынку. Но вот не вовремя появились негативные новости, которые снова усилили фут на рынке. И я имею в виду очередные переводы биткоина от MTGOX на биржу Kraken на сумму более 3 миллиардов долларов, а также еще один перевод биткоина на сумму 4 миллиона от правительства США на биржу Coinbase. Данные факторы создают давление на рынок, и это привело к локальному откату. Но, друзья, давайте не забывать историю с биткоином. После начала торгов ETF его цена также упала, но пока все в панике продавали, фонды наоборот накапливали. Сейчас все повторяется, и вместо того, чтобы смотреть на цену эфира, нужно смотреть на приток капитала и активность фондов. Ведь не важно, сколько стоит эфир, когда большие корпорации готовы его скупать на миллионы долларов, то рост остается вопросом времени. Ведь ETF это 100% положительный катализатор для любой монеты. И для меня уровень в 5000 долларов по-прежнему остается первой целью для эфира под конец 2024 и начало 2025 года. В краткосрочной перспективе никто не исключает локальный откат до первых уровней поддержки. Ведь, например, аналитики нашей подписки Coin22 Pro уже провели теханализ эфира и отметили важные уровни, где будет происходить активное накопление в ближайшие дни. Кстати, эти уровни мы прямо сейчас используем как самые оптимальные точки входа, чтобы заработать на движении его цены, как это сделали все участники Pro на лонг сделке по монете ADA. Ведь наши аналитики предоставили точку входа на ключевой поддержке и Take Profit, на котором мы зафиксировали от 75% чистой прибыли. В таком формате сделки публикуются ежедневно, и что самое главное, кроме прибыльных торговых позиций, мы предоставляем пошаговое обучение для новичков, которое позволит абсолютно с нуля освоить трейдинг на крипторынке. При этом все обучающие материалы подкрепляются практикой в сопровождении наших специалистов. С подпиской Pro у вас также появится возможность получать ответы на любые вопросы, а также индивидуальные рекомендации по торговле, благодаря поддержке 24/7. И дополнительно мы помогаем формировать спотовый портфель, чтобы зарабатывать на долгосрочной основе. В ближайшее время эфир будет показывать активное движение, поэтому пока фонды его накапливают, вы можете уже сегодня получить на него прибыльные сделки. Для этого переходите и напишите нам по ссылке в описании. Следующей не менее важной темой, которая заслуживает нашего внимания, является долгожданный листинг Hamster Kombat, который по информации из официального сайта должен был пройти в июле. Но месяц подходит к концу, а листингом даже не пахнет. Вот в этом ролике я вам пообещал, что сниму видео про хомяка, когда опубликуют белую книгу и токеномику. Но поскольку июль реально подходит к концу, и все пользователи задаются вопросом, а будет ли вообще этот листинг, видео пришлось снять гораздо раньше. По факту, на сегодняшний день в игре ничего не изменилось. Все тот же хомяк, карточки и реферальная система. Максимум добавили вот это новое задание, где нужно достать ключ, а еще скины на вашего хомяка, и в принципе все. Но при этом появилась новость, что объявился настоящий создатель данного проекта, которым является бизнесмен Эдуард Гуринович. По информации, он выкупил права на торговую марку Hamster Kombat в РФ. Гуринович также прокомментировал эту новость в своем официальном телеграм-канале. Бизнесмен написал, что он и его команда стали эксклюзивным партнером игры Hamster Kombat, выкупив права на торговую марку. Несмотря на это, настоящие разработчики по-прежнему неизвестны. И что самое главное, никто не знает, когда пройдет листинг. А что если я вам скажу, что листинга вообще не будет? Спросите почему? А все максимально просто. Сейчас у хомяка огромное количество пользователей. И даже учитывая, что часть из них это просто накрутка, реальных людей у хамстера немало, что позволяет им использовать это в своих целях. И если вы подумали о рекламе, то вы абсолютно правы. В игре есть задания, которые необходимо выполнять, за что вы получаете токены. Самыми частыми заданиями являются
появится просмотр видео на YouTube, в первую очередь на официальном канале Хомяка. А также вы наверняка помните, что было задание посмотреть видео блогера Вилсакома за 100 тысяч монет и еще многие другие видео. А вот теперь вопрос, как вы думаете, будут ли разработчики спешить с листингом, когда пользователи готовы выполнять все задания за монеты? Ну конечно же нет. Прямо сейчас, когда никто не знает, сколько на самом деле будут стоить монеты и по какому принципу они будут распределяться, цель всех игроков – это накопить как можно больше монет перед самим листингом. Этим активно пользуются разработчики, подкидывая разные задания, на которых они, в отличие от игроков, зарабатывают не просто монетки, а настоящие деньги. Ведь обратите внимание на просмотры под видео Хомяка. Канал был создан только в конце мая, но при этом на нем уже почти 800 миллионов просмотров, за которые создатели получают монетизацию. Но кроме YouTube, Хомяка отлично монетизируют на рекламе. Как, например, недавно в преддверии начала Евро 2024 запустили специальную комбо-карточку, где нужно было получить фрибет от одной оранжевой букмекерской конторы. Также в игре можно было заметить карточки от Яндекс.Плюс. За это разработчики получают большие деньги, и проводить листинг сейчас им не особо выгодно. Ведь когда все карты будут раскрыты и каждый будет знать настоящую цену токена, которая вероятно будет небольшой, мотивация выполнять задания явно упадет. Ведь по сути это превратится в некий сервис, где пользователи будут получать монеты за просмотр рекламы. Ну а поскольку токены будут сразу продавать, ведь всех интересует только заработок, то о какой долгосрочной перспективе монеты мы можем с вами говорить? Вероятно, интригу с листингом будут тянуть до последнего дня, пока у рекламодателей есть спрос. Конечно, я не против таких заданий, ведь все абсолютно бесплатно, и в принципе уделить 5-10 минут в день довольно несложно. Но единственная мысль, которую я хочу к вам донести, это то, что не стоит делать большую ставку на эту игру, надеяться на огромные раздачи, и что самое главное, инвестировать свои кровные деньги, потому что сейчас можно найти много сервисов по накрутке рефералов и, конечно же, предпродаже монет. Пока в наши руки не попадет белая книга с токеномикой, то лучше ни в коем случае не тратить свои деньги, ведь на примере того же ноткоина мы видим, что шумиха вокруг таполок утихает, и как я уже сказал, долгосрочного потенциала в таких играх, конечно же, нет, в отличие от Тон и самого Telegram, который благодаря Хомяку и многим другим таполок установил общее количество пользователей на уровне 950 миллионов в месяц. В целом шансы на запуск до конца месяца небольшие, и сам листинг скорее всего перенесут. Конечно же, мы будем следить за данным вопросом, и как только станет известна дата или любая информация, обязательно вам сообщим. Также под конец прошлой недели, после того как мы выложили вот это видео, Байден официально объявил, что он выбывает из президентской гонки и поддерживает Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов на выборах в ноябре. Для нас это, конечно же, не стало сюрпризом, ведь еще за несколько дней до заявления Байдена в нашем телеграм-канале мы писали, что вероятность его выхода из президентской гонки составляет аж 80%. А в понедельник мы выложили пост, в котором написали, как это отразится на крипторынке. Но сейчас мало кто понимает, как новый кандидат от демократов в лице Камалы Харрис может повлиять на криптовалюту. Ведь именно крипта играет важную роль в предстоящих выборах. А также интересный вопрос, сможет ли она составить конкуренцию Трампу. На самом деле Камала Харрис официально еще не победила на выборах от партии демократов, но многие эксперты полагают, что у нее есть хорошие шансы стать кандидатом от партии и сразиться с республиканцем Трампом уже в ноябре. Тем более ее поддерживает около 68% демократов. Но нас все-таки больше интересует вопрос влияния Харрис на криптовалюту. И здесь есть небольшой нюанс. В отличие от Байдена и уж тем более от Трампа, Харрис никогда не делала никаких заявлений касательно крипты. Она не инвестирует в биткоин или другие монеты и не выступает на криптомероприятиях. В этом вопросе ее позиция нейтральна, и скорее всего она будет придерживаться такого же мнения, что и Байден. Но учитывая, что ей придется идти против Трампа, возможно ее отношение к крипте резко станет положительным. Тем более криптомиллиардер Марк Кьюбан заявил, что люди Харриса начали к нему обращаться для консультаций по вопросам крипты, что, кстати, запампило мемкоин, который связан с Камалой, на целых 60% за день и на 4000% с 18 июня. Цифровая палата уже призывает Харрисон занять позитивную позицию в отношении криптовалюты в преддверии выборов. В отчете было указано, что цифровой палате не нравится, что администрация Байдена часто выступает против развития крипты, и в палате заявили: мы надеемся, что под вашим руководством партия демократов сможет занять более благоприятную позицию в отношении цифровых активов, что будет соответствовать желаниям миллионов американцев, которые верят в силу этой технологии. Как вы видите, криптовалюта имеет особое значение на этих выборах. И если раньше кандидаты делали упор на снижение цен в магазине и повышение зарплат с пенсиями, то сейчас все кардинально изменилось, и гражданам обещают, что всеми способами будут поддерживать криптовалюту, которая пользуется большим спросом в США. Но сможет ли Камала Харрис что-то изменить в данной ситуации? Честно говоря, я думаю, что нет. До выборов осталось очень мало времени, и демократы не успеют провести качественную президентскую кампанию
голосований, в отличие от той, которую уже провел Трамп. В среднем по различным прогнозам, а также опросам, шансы на победу Трампа по-прежнему составляют 60% и выше. Причем сейчас все как будто бы уже заранее приняли победу Трампа и просто ждут, когда он придет в Белый дом. И тем временем на канале CNBC на днях обсуждали вопрос, что администрация Трампа может даже сделать биткоин резервным активом США, поскольку в отличие от доллара эмиссия биткоина ограничена. Сам Трамп пока не делал никаких заявлений по этому поводу, но все может измениться буквально через 24 часа, потому что завтра стартует главная криптоконференция года Bitcoin 2024, на которой выступит Трамп. Сейчас есть очень огромный потенциал на то, что на конференции Трамп озвучит свой план по развитию крипты в США и сделает ряд заявлений, которые несомненно положительно отразятся на цене многих монет, но в первую очередь на биткоине. Также есть слухи о том, что на эту конференцию придет сам Илон Маск, чтобы поддержать Трампа, ведь сейчас Маск находится в том же штате, где пройдет данная конференция. Потенциально это может вызвать активное движение биткоина, ведь как вы знаете, различные новости или инфоповоды – это главные драйверы для роста любой монеты. Конференция будет длиться с 25 по 27 июля, и по расписанию программы Трамп выступит 27 числа в субботу. Именно в это время на рынке может наблюдаться волатильность, и учитывая, что биткоин может показать потенциально восходящее движение, то даже текущие уровни, на которых он торгуется, можно использовать для покупки и для усреднения своих позиций, если вы покупали биткоин ранее. Собственно, вот такие события на крипторынке произошли в начале этой недели, и в любом случае за всеми актуальными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале, где все публикуется заранее, еще до выхода видео. Так что подписывайтесь, не забудьте нажать на колокольчик, а в комментариях вы всегда можете оставлять интересующие вас вопросы. Вам спасибо за просмотр, а я уже приступаю к созданию нового ролика. Так что всем желаю удачи, до скорых встреч!